В этом выпуске вы узнаете, как все чаще искусственный интеллект внедряется в игры и как он будет работать в Roblox. Узнаете, как проект Aptera Solar EV перенесет вас в будущее прямо сегодня. Откроем вам новую эру военной технологии и расскажем, как новое британское лазерное оружие впервые применено против воздушных целей. Расскажем о захватывающем шоу, где и когда можно поучаствовать в историческом событии. Первой в мире гонки на реактивных костюмах, которая пройдет в Дубае. И как китайцы позволяют пациентам с квадриплегией управлять протезами рук сигналами мозга? Здравствуйте, друзья! Рады видеть вас снова! Если вам интересно быть в курсе последних технологических новостей и инноваций, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. Вместе мы будем исследовать удивительный мир современных технологий. А начнем мы сегодня с игры Roblox. Это одна из самых популярных онлайн-игр. Более 200 миллионов активных пользователей в месяц играют в эту игру. И вот компания Roblox сообщила о новом релизе реального времени, AI-переводчика, чата от компании Roblox. Возможно, простое общение на другом языке может стать препятствием. Но благодаря этой новой технологии игроки могут общаться на разных языках без необходимости их изучения. Это отличный шаг вперед в обеспечении комфортного взаимодействия между игроками. Компания Roblox уже работает над расширением функционала этой модели. После рассмотрения передовых технологий AI-переводчика от виртуального мира к реальному будущему. Давайте представим себе мир, где машины становятся символом инноваций и экологической устойчивости. Давайте познакомимся с электромобилем, который выглядит как из фантастического фильма, но на самом деле уже становится реальностью. Aptera Solar EV – это электромобиль будущего. Разработанный в Калифорнии, он сочетает в себе инновации и стиль. Работая на солнечной энергии, он обещает невероятный запас хода и выглядит по-настоящему футуристично. Но что делает этот электромобиль настолько особенным? Давайте рассмотрим его технические характеристики. Встроенный с использованием передовых технологий, Aptera Solar EV обладает уникальным дизайном, который минимизирует лобовое сопротивление и обеспечивает максимальную эффективность, а его солнечные батареи, интегрированные в крышу, позволяет ему практически не зависеть от подзарядки. Путь Aptera к производству был сложным, но благодаря усилиям команды и поддержке сообщества, этот проект становится реальностью. Сегодня компания объявила о запуске первых 2000 производственных слотов для Aptera Solar EV Launch Edition, собрав уже более 30 миллионов долларов на финансирование проекта. Представьте себе будущее, в котором вы сами создаете свой идеальный электромобиль. С Aptera Solar EV это становится возможным. Вы можете выбирать цвета, диапазон батарей, конфигурацию солнечных панелей и многое другое. Это не просто автомобиль, это взгляд в будущее. Двигаемся дальше и расскажем вам о последних военных технологиях. Недавно британское правительство впервые применило мощное лазерное оружие Dragonfire по воздушным целям. Этот шаг стал важным моментом в истории военной технологии, обозначая переход от традиционных ракетных систем к передовым методам поражения целей. Но в чем заключается преимущество лазерного оружия? Лазер имеет ряд преимуществ перед традиционными ракетами. Во-первых, каждый выстрел летит со скоростью света, что обеспечивает мгновенное поражение цели на больших расстояниях. Кроме того, лазерное оружие способно поражать несколько целей одновременно и обладает высокой точностью, позволяя устранять угрозы с удивительной скоростью и точностью. Одним из самых интересных аспектов нового британского лазерного оружия Dragonfire является его техническая спецификация. Dragonfire – это твердотелое лазерное оружие мощностью 50 кВт, основанное на пучках легированного стекловолокна. Оно способно поражать цели на огромных расстояниях с высокой точностью и низкой стоимостью. Британское правительство уже рассматривает возможность внедрения лазерного оружия Dragonfire в британскую армию и Королевский флот. Это может стать ключевым моментом в развитии британских вооруженных сил, обеспечивая им передовые средства борьбы с воздушными угрозами, что представляет собой новую эру в военной технологии. Его преимущества в скорости, точности и стоимости делают его важным инструментом на современном поле боя. А теперь давайте перейдем от оружия к полетам. Сейчас мы хотим рассказать вам о захватывающем событии, которое никогда раньше не происходило на планете. На первой в мире гонке в реактивных костюмах, запланированной на 28 февраля на территории между гаванью Дубая и Skydive Дубай. И это будет кольцевая гонка, где пилоты будут соревноваться за первенство, демонстрируя свои навыки в маневрировании, точности и скорости. Костюмы будут модифицированы для обеспечения плавучести и безопасности пилотов в случае падения их в воду. Это не просто гонка, это настоящее испытание технологий, инноваций и смелости. Gravity Industries обещает не просто провести гонку, но и создать настоящий
настоящий эпический опыт для зрителей и участников. Ведь стоимость одного реактивного костюма мощностью 1000 лошадиных сил и массой 27 кг примерно 483 тысячи долларов, но можно и выложить более доступные 3500 долларов, чтобы полетать на ней на привязанном тренировочном оборудовании в течение дня. Согласитесь, это звучит захватывающе. На сегодняшний день технологии достигли такого уровня, когда мы можем увидеть людей, летающих на самодельных реактивных костюмах. А теперь перелетим в Китай, ведь там есть потенциальный конкурент для Neuralink Илона Маска. Исследователи из университета Цинхуа представили малоинвазивный чип, который может изменить игру в мире медицины и реабилитации. Они разработали и вживили в голову пациента уникальный имплант беспроводного интерфейса. Это не просто чип, это целая революция в способе обмена данных между мозгом и внешним устройством. Над этим чипом, получившим название Neural Electronic Unity, NEO, китайцы трудились целых 10 лет. И наконец, первым обладателем NEO стал мужчина с парализованным плечом, в котором был вживлен чип 24 октября 2023 года. Этот нейроимплант вернул человеку способность контролировать свои руки, снова двигать ими, сжимать и разжимать предметы. Правда, для этого ему нужно надевать специальные протезы, подключенные к нейроинтерфейсу. Китайский имплант часто сравнивают с Neuralink, но у него есть своя изюминка. Он устанавливается не в нервную ткань, а в эпидуральное пространство черепа, что делает процедуру менее агрессивной и более безопасной для пациентов. Интересно, что по размеру чип сопоставим с двумя монетами и не требует встроенных батарей. Он питается удаленно через беспроводную систему ближнего поля и высокочастотную антенну. Их цель – помочь пациентам с травмами спинного мозга и другими нейрологическими расстройствами. Эти технологии меняют жизни людей, даря им надежду на новый этап медицины и реабилитации. Друзья, надеюсь, вам понравился наш выпуск, поэтому мы просим вас подписаться на наш YouTube и Telegram канал, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей науки и технологий.